WWE обещал шоу ужасов? Получите, распишитесь. Глаза выпадают из орбит, люди горят. Благо ни один аллигатор не пострадал из-за неявки. Но всех больше не повезло судье, ввязавшемуся в разборки Аски и Саши Бэнкс. А теперь обо всем поподробнее. Бонжур, дамы и господа, с вами Unfoxgiven. Поехали. На кик-оффе участники нового дня говорят, что для того, чтобы понять стол, надо стать с ним единым целым. Заодно заручаются поддержкой Девона Дадли. MVP говорит, что если Аполло Крюс и готов к выступлению, после матча ему останется только рассуждать о недостатке собственной мудрости. Оуэнс и Мёрфи старались использовать целые комбинации приемов, что выглядело эффектно, но слишком быстро закончили. Мёрфи переворачивается после клоузлайна, но успевает выставить колени во время сентона. Промахивается, влетев в тёрнбакл, об который Оуэнс прикладывает его еще раз. И Кэннонболом уже попадает. Мёрфи удерживает соперника до 2 после метеора. Позже, после 2 нилифтов и брейнбастера. Кевин впечатывает Мёрфи в ринг даблджамп мунсолтом, ловит на суперкик и удерживает австралийца после станнера менее чем за 9 минут. 2,5 звезды. Новый день почти весь матч без особых проблем справлялся с претендентами. За рингом Кофи вминает обоих дроп-киками в плексиглаз и ступеньки. Биг И проводит гарпун через канаты Сезара, но стол остается целым неподалеку. Во время дайва Кингстона через третий канат хилы выставили стол на его пути и ненадолго завладели инициативой. Но элбоу-дропом с тёрнбакла за ринг Кофи уже попадает, а Биг И проводит белли-ту-белли суплекс. Биг И страдает от бейсмент-дроп-кика во время вращения. Кингстон опять начинает разносить хилов, но хурикан-рана на 2 стола не проходит. И после помощи от Накамуры швейцарец ломает столы бомбой на Кингстоне. Это титульная смена спустя 10,5 минут уверенной работы фейсов, но не слишком заметной от хилов. На 2 звезды и 3/4. За кулисами Алекса Блисс и Кабуки Воины поочередно подбадривают Ники Кросс. Сейн говорит, что если она проиграет, они останутся ее друзьями. Ники просто в ударе. Она быстро выходит на вращающий некбрейкер с удержанием до 2 и продолжает контролировать все, проводя торнадо DDT за рингом, 2 дайвинг кроссбади и еще одно кроссбади с сапрона за ринг, пока Бейли не запускает ее в плексиглаз. Быстро выбравшись из кроссфейса, чемпионка проводит белли-ту-белли и суперплекс с удержанием до 2. Ники вновь завладевает инициативой после обратного DDT, проводит бульдог и 2 бэк-суплекса. Бейли промахивается, влетев головой в тёрнбакл, и отхватывает еще один вращающий некбрейкер уже с апрона. Саша, заподозрив неладное, дает Бейли один из своих наборов колец и отвлекает судью. Все заканчивается грязной победой хилов за 12,5 минут после удара набором в живот и роуз-плента в достойном для девушек матче на 2 звезды и 3/4. В доме Светлячка Уайт появляется в облике, похожем на вампира, и обещает показать нам самое ужасное видео когда-либо. Мы видим запись конкурса караоке с недавнего Смэкдауна, и Брэй недоволен кроликом, который это подстроил. Ведь он говорил о черной овечке, превратившейся в монстра. MVP сказал, что Аполло Крюс так и не восстановился после нападения Лэшли 3 неделями ранее. Объявил себя новым чемпионом США по неявке соперника и ушел с поясом, который и так носил. Непонятно, для чего это было нужно на шоу. Роллинс поджидает Мистерио с клещами, но тот появляется за его спиной и атакует фронт-дроп-киком. Соперники не забывают и о глазах друг друга, и об эффектных уловках, одна из которых завершается Falcon Arrow на опрон. После подножки Роллинс приземляется лицом на угол стола. Оба продолжают пытаться выколоть друг другу глаз, в том числе и после комбинации приемов от Мистерио, завершившейся фрог-сплэшем. На фейсбастер Роллинса через себя Мистерио отвечает 2 Sunset Flip пауэрбомбами в заграждение и давит на глаз Сета обломком палки Киндо. Проведя кёрб-стомп, он снимает повязку с глаза, и мы видим под ней бельмо. Пока он давит на угол ступенек глазом Роллинса,
тот бьет ему в пах, проводит кёрб-стомп и начинает давить на угол ступенек белым глазом Мистерио, после чего мельком между пальцами Рэя можно увидеть выдавленный фальшивый глаз, и судья останавливает матч. Это продолжалось почти 18 минут. Некоторые красивые размены приемами постоянно портило странные условия матча око за око, а концовка вызвала лишь недоумение. Почему все закончилось тем, с чего месяцами ранее начиналось, и почему от нажатия глаз выпал наружу? После взгляда на плоды своих трудов Роллинса еще и вырвало, что показательно. 2,5 звезды. Бейли за кулисами начинает с того, что была большой фанаткой Мистерио, но позже шутит на тему того, что у него не двоится в глазах, она действительно двойная чемпионка, каковой скоро будет и ее подруга. Поэтому Кайли Брэкстон пора идти за шампанским. Неожиданно самый долгий матч шоу на 20 минут, очень похожий на недавний бой Бэнкс против Ширая. Во время второго пробега Бэнкс по тёрнбаклу Аска бьет ее коленом, проводит хип-этэк через канаты и Shining Wizard с апрона. После захвата, на который больно смотреть, Саша проводит дайвинг дабл ни дроп и еще один с тёрнбакла. Пробег Аски Бэнкс ногами переводит в тёрнбакл, но та сбрасывает ее с канатов и проводит коудбрейкер. А борьба на апроне все-таки заканчивается бомбой в плексиглаз от Бэнкс с последующим фрог-сплэшем. Аска берет ход поединка под контроль, проводя немецкие суплексы и еще один Shining Wizard, но миссл дропкиком промахивается, а после красивого приземления вместо суперплекса Бэнкс бочит, упав с канатов. Бейли устраняет Сейн и успевает отвлечь судью, пока Бэнкс сдается в Аска-локе. Судье еще и досталось зеленым туманом, после чего Бейли ударила Аску поясом по спине, сняла с него футболку и отсчитала 3 удара. Прекрасная работа с полнейшим безумием под конец. Бейли и Бэнкс уходят с 4 поясами, но титульную смену официально не засчитали. 3 звезды с четвертью. Чарли Карусо сообщает, что Мистерио доставлен в больницу, и если глазной нерв не поврежден, есть шанс восстановить зрение. Причем тут то нелепое выпадение глаза и шансы, если он все равно им не видел. А перед матчем за главный титул Зиглер озвучивает свое условие – экстремальные правила, но только для него. А Дрю по дисквалификации или отсчету теряет чемпионство. Условие немного уравняло шансы соперников, и то, как Макинтайр старался чего не натворить, выглядит интересно. Дрю почти бросает суплексом Дольфа в стол, но вовремя поворачивается в другую сторону, на ринге добавляя сит-аут пауэрбомбу. Зиглер бьет в пах, добиваясь стулом так, что Дрю ударяется горлом об другой стул. Макинтайр запускает Дольфа в комментаторский стол. Стоя на нем, Зиглер отбивается, проводя Феймосер. После катапульта в плексиглаз и обратного Алабама слэма шотландец попадает в зигзаг, но вырывается на счет 2. После суперкика и дайвин элбоу дропа через стол успевает вернуться на ринг. Следует комбо из Феймосера, зигзага и уранаги на стул. И это уже явный перебор с неуязвимостью Макинтайра, который проводит Клеймор во время попытки суперкика. Но само исполнение очень радовало на протяжении 15,5 минут. 3,5 звезды. Драка на болоте однозначно худший из так называемых кинематографических матчей 2020 года. Вначале позабавил момент с двойником Строумана, огревшим его лопатой, но потом началась затяжная бредовая лекция типичного пожирателя миров, связанному Брону о том, что они будут богами, когда общество и правительство канут в лету. Появилась женщина со змеей, возможно, сестра Эбигейл, если вспомнить давний наряд Уайта, и змея кусает Брона. Он оказывается у костра, раскидывает каких-то непонятных людей, последний из которых сгорелся. А женщина вновь появляется на пирсе и зовет его домой, говоря, что он всегда хотел быть с ней. Черт возьми, это же Алекса Блисс! Хотя все выглядит как галлюцинация. Появившегося в темноте Брэя Строуман бросает в лодку чоукслэмом, но она быстро возвращается пустой. Уайт выскакивает из воды, а вот Уайт уже и на другом пирсе, где драка продолжается. Брон скидывает соперника ногой в воду, но тот выскакивает, хватает его Mandible Claw и топит, а из воды появляется изверг. 19 минут беспросветной бессмыслицы во мраке с парой интересных моментов. В
в завершении и без того не самого приятного шоу то, что доктор прописал. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях и помните, когда вам станет грустно, на помощь придет рестлинг. Чао!